Январь 2025 года, и всех приветствуем из Одессы. Видите, какие в Одессе стильные люди ходят. Здесь красиво летом, когда все зеленые цветы, хотя постарались тоже высадили растения. Это плющ. Слушайте, он такой зеленый и похож вообще на искусственный, но он точно настоящий. Сейчас вообще весна, такой по ощущениям весна в Одессе, причем примерно апрель. Небо невероятно голубое. А вот и дом Бабеля в Одессе. О, видите, в этом доме жил Исаак Бабель. Вчера у нас градусники показывали плюс 9 градусов. Я как раз приезжала в центр города, и просто было жарко идти даже в теплой куртке. Вчера не успела выставить это видео, поэтому сегодня, как раз когда на улице похолодало и облачная погода, как раз будет его более приятно смотреть, чтобы полюбоваться таким прекрасным солнечным днем. Видите, сейчас подорожала. Все-таки парковка в Одессе была по 20 гривен, сейчас по 30 гривен. Так что, если будете парковаться, не забывайте об этом. Многие из наших зрителей, которые смотрят нас из каких-то далеких стран, всегда смотрят на платаны в Одессе. И им они очень нравятся, потому что выглядят необычно. Это действительно так. Телефон, возможно, не совсем передает картинку, но когда идешь по улице, на которой много платанов, это все выглядит немного волшебно и сказочно. В повседневной жизни мы забываем на это обращать внимание, но вот я как стала обращать, и действительно это так и есть. В Одессе вчера ночью была воздушная тревога, сегодня утром тоже всех разбудил сигнал воздушной тревоги очень рано, но, к счастью, в городе было спокойно, и можно сказать, что у одесситов сегодня день начался очень даже хорошо. Иногда наши зрители спрашивают у нас, безопасно ли сейчас возвращаться домой в Одессу или безопасно ли сейчас приезжать в Одессу как турист. Знаете, очень сложно ответить на этот вопрос, и не каждый возьмет ответственность, потому что все-таки в Украине сейчас война, и никто не знает, в какую минуту, во время какой воздушной тревоги прилетит ракета или какой-то беспилотник. Поэтому это выбор каждого, ехать сейчас в Одессу или нет. Невозможно предусмотреть, что будет завтра. Все мы радуемся прекрасной солнечной теплой погоде зимой, но не все так просто. Недавно попала на интересную новость, что у нас уже 3 года подряд нет климатической зимы, и все это происходит из-за глобального потепления. А климатическая зима в Украине начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 0 и стабильно держится в пределах этих показателей. Но с 2022, 2023 и 2024 годах средняя температура воздуха зимой была выше 0. Поэтому климатической зимы нету. Уже заканчивается январь, казалось бы, что сейчас должен быть пик каких-то морозов, но еще их даже по сути-то и не было. И вот сейчас прикреплю, покажу, какую погоду обещают нам на ближайшие 10 дней. Я помню, когда зимы в Одессе были намного холоднее, и ночью был мороз и минус 15 градусов и выше, и днем было минус 10 градусов, и были зимы, когда выпадало огромное количество снега. Я помню, как, по-моему, в 2015 году Одессу засыпало снегом так, что абсолютно не ходил ни общественный транспорт. Машины люди бросали просто на дороге, и все ходили пешком, потому что невозможно было проехать. Сейчас, конечно, такого нету. Знаете, стало интересно и посмотрела, какая же была самая холодная температура в Одессе, и самый сильный мороз в городе был в 1929 году, и это было минус 29 градусов.
Поскольку сейчас и зима теплая, и температура воды в море относительно теплая для тех, кто практикует зимнее купание 5-8 градусов, то практически каждый день в Одессе, приходя на пляж, можно увидеть, как плавают люди. И это не обязательно крещение, сейчас просто все купаются в море, и сезон абсолютно не заканчивается еще с лета. А вот смотрите, что мне удалось найти. Это зима 2012 года, и Черное море замерзло так сильно, что некоторые люди пытались пешком дойти до судов на рейде. Такое бывает крайне редко, и с тех пор такого больше не было. И смотря на сегодняшнюю зиму, становится понятно, что, наверное, как раньше уже не будет, и, возможно, море уже даже и никогда не замерзнет. Хотя природа умеет делать сюрпризы. Хоть нам всем и нравится такая теплая, прекрасная зима, но практически никто из нас не думает о последствиях. А на самом деле и экологи, и климатологи бьют тревогу, что так быть не должно. Климатологи говорят, что сейчас именно зимний период демонстрирует самое быстрое повышение температуры, и это вызывает множество проблем, потому что даже снег, который ранее защищал растения и животных, он вообще исчезает. Из-за этого почвы теряют влагу, а это снижает урожайность. Карпатам это тоже угрожает, потому что это нарушает стабильность лесных экосистем. Дикие животные страдают. Кстати, разводится очень большое количество клещей, потому что, когда есть мороз, они умирают, а когда его нету, их много, и потом летом очень часто люди обращаются с случаями укусов клещей к врачам. Наверное, таких сильных морозов, как было раньше, уже не будет. Но у нас еще остается февраль месяц, и очень часто в марте тоже могут быть морозы. Поэтому посмотрим, какая погода будет дальше в наших регионах. Вот, и говорят, в Одессе нет людей. Все время движение, и утром, когда выезжаешь, все равно видно, что есть пробки. Не знаю, с чем это связано, но в Одессе практически каждый день большое количество аварий, причем они все достаточно серьезные, и с пострадавшими, и с погибшими. Хотя вроде и погода хорошая, и тревог стало меньше, люди высыпаются, а вот с чем это связано, абсолютно неизвестно. Так, возможно, кому-то интересно, почем сейчас в Одессе пицца. Маргарита 180 гривен. Ой, здесь пицца Цезарь, маленькая 200, большая 300. Так. Что если хотите пиццы, приезжайте в Одессу. Все у нас есть. Суши есть, меню. Может, кому-то интересно, какие в Одессе суши есть. Сейчас вам покажу. Вот, Филадельфия 300 гривен. Филадельфия Касада 379, 299, в общем, такие цены. А мы идем с вами дальше. Знаете, когда идешь по Одессе, все время просыпается аппетит, потому что направо посмотришь рестораны, кафе, налево посмотришь кофейни, рестораны, и все время все так аппетитно выглядит, и вообще все, кто приезжает в Одессу, говорят, что у нас очень вкусная еда, причем у нас в заведениях можно найти различные кухни мира и различные блюда, известные во всем мире. Посмотрите, какое интересное, красивое и элегантное платье. Нужно будет как-то зайти посмотреть. Очень часто зрителям интересно, какой курс доллара сейчас в Одессе. Вот на сегодняшний день в обменниках в Одессе можно продать доллар по 42.10, а купить доллар по 42.80. В принципе, за последнее время доллар немного подрос. Совсем недавно все мы услышали страшную новость о том, что к Одессе и к Одесской области приближаются просто тысячи тонн мазута. К счастью, пока эта беда обошла наш регион стороной, побережье пока чистое, ни чайки, ни рыбки, ни другие птицы не пострадали. И хочется верить, что так и будет, потому что буквально пару лет назад уже у нас была экологическая катастрофа, и не хочется, чтобы
она снова повторялась, и то еще хуже, чем была первая. Сейчас из-за войны в Украине и так очень сильно испортилась и экология, и люди ищут хоть какие-то места, чтобы немного набраться здоровья. Все-таки скоро, относительно скоро в Одессе откроется сезон 2025 года, и хочется, чтобы для каждого человека, который приезжает в Одессу, для каждого человека, который живет в Одессе, он прошел хорошо, и ничего не угрожало ни жизни, ни здоровью людей. Посмотрим, как оно будет дальше. Нам остается только надеяться, что все будет хорошо.